Как стать для нее приоритетом, а не просто вариантом? Стоицизм. Что если я скажу вам, что причина, по которой вы не являетесь ее приоритетом, не имеет ничего общего с ней, а связана с тем, как вы живете своей жизнью прямо сейчас? Вы продолжаете пытаться впечатлить ее, пытаясь вписаться в ее жизнь, и угадайте что? Это не работает. Вы игнорируются, вас избегают, к вам относятся как к варианту. Но вот в чем правда? Вам не нужно добиваться ее одобрения, вам нужно стремиться к собственному. Привет в суровую реальность. Если вы продолжите вести себя как что-то заменимое, вас будут так и воспринимать. Теперь, что если я мог бы показать вам, как полностью перевернуть сценарий, не играя в игры, не притворяясь, а используя такое мощное мышление, что оно существует уже более 2000 лет. Мышление, которое заставит ее увидеть в вас приз. Это стоицизм, искусство управления своими эмоциями, стать неприкасаемым и сделать себя приоритетом. Потому что как только вы станете тем мужчиной, которым должны быть, она будет бороться за то, чтобы остаться в вашей жизни. Сегодня я поделюсь с вами чем-то, что может изменить все, что вы думали об отношениях. Как сделать так, чтобы вы всегда были приоритетом, а не вариантом. Но я не собираюсь подсластить это видео для мужчин, которые устали быть запасным вариантом. Я не говорю о трюках или манипулятивных играх. Мы углубимся в психологию и философию, которые помогут вам стать тем мужчиной, которого хочет каждая женщина. И вот что самое главное, вы сделаете это без погонь, без мольбы и без изменения себя для нее. Вас обманывали всю вашу жизнь. Вам говорили быть милым, быть доступным, быть приятным, быть всем для нее. Как это у вас работает? Вас игнорируют, вас избегают, и вы чувствуете себя второстепенным. Пора перестать быть ее запасным вариантом и начать быть ее приоритетом. И я не говорю, что нужно плохо к ней относиться. Нет, это слабо. Что я говорю? Так это, что нужно лучше относиться к себе. Женщины не хотят парня, который всегда доступен. Они хотят парня, который живет своей жизнью на своих условиях. Хотите знать почему? Потому что они запрограммированы уважать мужчин, которые контролируют себя. И это то, что мы будем осваивать сегодня. Давайте погрузимся в то, как перестать быть вариантом и стать мужчиной, которого она не может себе позволить потерять. Теперь здесь. Номер 1. Почему вы всегда в запасе? Вот первое, что вам нужно понять. Причина, по которой вы не являетесь приоритетом, в том, что вы действуете, как будто не являетесь приоритетом. Она знает, что вы будете там независимо ни от чего. Она знает, что если она отменит планы, перенесет их или просто исчезнет на несколько дней, вы все равно будете ждать. Вы показываете ей, что вы ее страховка, запасной план. Подумайте об этом. Если бы вы действительно были ценны, вы бы терпели такое отношение. Нет. Мужчины, которые понимают свою ценность, не ждут кого-то, кто относится к ним как к варианту. И проблема не в ней, а в вас. Вы даете ей всю власть. Вы постоянно доступны. Вы слишком усердны и показываете ей, что она может вас взять или оставить. Скажу иначе. Вы ее план «Б». У нее есть на примете кто-то еще, кого она считает высокоценным, кто, вероятно, даже не уделяет ей внимания. Но когда этот парень не срабатывает, она знает, что может вернуться к вам. Вы всегда ждете крошек. И вот самая жестокая часть. Вы позволяете это. Вы позволяете себе быть второстепенным. Почему? Потому что боитесь ее потерять. Но правда в том, что вы уже проиграли игру в тот момент, когда позволили ей не уважать ваше время. Женщины не уважают мужчин, которые слишком доступны. Уважение приходит от дефицита. Когда что-то редко, оно ценно. Вы всегда отвечаете на сообщения за секунды.
Всегда первым звоните. Всегда говорите «да» на все, что она хочет. Как она должна вас уважать, если вы даже не уважаете свое собственное время? Перестаньте быть ковриком. Если она не делает вас приоритетом, вы должны показать ей, что у вас есть жизнь вне ее. Как только вы это сделаете, вы перестанете быть вариантом. Вы станете мужчиной, которого она хочет догнать. Но вот где становится еще глубже. Это идет дальше ее. Если вы всегда играете роль запасного варианта в ваших отношениях, скорее всего, вы играете эту же роль в других частях своей жизни. Будь то работа, дружба или семья, вы ставите потребности других людей выше своих собственных. Вас приучили верить, что быть милым, быть доступным и быть уступчивым поможет вам получить то, что вы хотите. Но это не работает, не так ли? В мире отношений хорошие парни заканчивают последними. Это не потому, что быть добрым неправильно, а потому, что быть слишком доступным, слишком добрым, слишком уступчивым показывает слабость. Это показывает, что вы не цените себя. И если вы не цените себя, как вы можете ожидать, что она будет вас ценить? Номер 2. Сила эмоциональной отстраненности. Теперь давайте поговорим о самом мощном оружии, которое вы можете использовать в любых отношениях – эмоциональной отстраненности. И прежде чем вы скажете «Подождите, я думал, мы должны быть эмоционально доступными», позвольте мне объяснить. Быть эмоционально доступным не значит быть тряпкой. Эмоциональная отстраненность не значит, что вам все равно. Это значит, что вас не контролируют ее реакции или поведение. Вот суровая реальность. В тот момент, когда она понимает, что может контролировать ваши эмоции, она владеет вами. Если она может сделать вас тревожным, ревнивым или отчаянным, просто игнорируя ваши сообщения или отменяя планы, она контролирует вас. Вы проиграли. Но когда вы становитесь эмоционально отстраненным, когда вы больше не реагируете на ее маленькие тесты и игры, вы возвращаете себе власть. Предположим, вы пишете девушке, и она внезапно становится холодной. Никаких милых сообщений, никаких эмодзи, только однословные ответы. Большинство парней запаниковали бы. Они начали бы переосмысливать каждое слово, прокручивать в голове последний разговор, задаваясь вопросом, что они сделали не так. Но не вы. Почему? Потому что вы понимаете, что ее поведение не имеет к вам никакого отношения, а связано только с ней. Эмоциональная отстраненность означает, что вы остаетесь спокойным и уверенным, независимо от того, что происходит. Она не отвечает на ваши сообщения. Круто. У вас все равно есть дела. Она отменяет в последний момент. Без проблем. У вас есть другие планы. Вас это не волнует, потому что ваше счастье не зависит от нее. Вот так вы становитесь неотразимым для женщин, становясь мужчиной, чьи эмоции не зависят от каждого ее действия. Женщины жаждут стабильности, и эмоциональная отстраненность делает вас камнем в хаотичном мире свиданий. И вот что самое главное, эмоциональная отстраненность касается не только ее, это касается вас. Когда вы перестаете гоняться за признанием от женщин, вы освобождаете свой ум, чтобы сосредоточиться на более важных вещах, на своих целях, своих увлечениях, своей миссии. Женщины, естественно, тянутся к мужчинам, которые имеют миссию. Мужчина с целью – это мужчина, которого нельзя контролировать, и это делает вас опасным в самом лучшем смысле этого слова. Номер 3. Установка стоических границ, которые требуют уважения. Вот в чем дело с границами. Если вы их не установите, она установит их за вас. И угадайте что? Ее границы не будут работать в вашу пользу. Большинство парней думают, что установка границ означает контроль или грубость. Неправильно.
Установка границ – это самоуважение. Это способ сообщить ей, что вы цените себя и свое время достаточно, чтобы сказать «нет», когда что-то вам не подходит. Представьте это. Она продолжает писать вам в 11 часов вечера, чтобы встретиться в последний момент. Что вы делаете? Если вы бросаете все и мчитесь к ней домой, вы только что показали ей, что готовы подчиняться каждому ее капризу. Если вы отвечаете «Прости, я занят сегодня вечером, но давай спланируем что-нибудь на завтра», вы только что установили границу, которая говорит «Мое время ценно, и я не здесь для твоих внезапных звонков». И это ключ. Установка границ не только защищает вас, она заставляет ее уважать вас. Женщины будут проверять ваши границы, чтобы понять, что они могут себе позволить. Если вы позволите ей ходить по вам, она потеряет к вам уважение. И как только уважение уйдет, за ним последует и влечение. Но границы касаются не только отказов от внезапных планов. Они касаются всего в вашей жизни. Вам нужно установить границы вокруг своего времени, своей энергии и своего эмоционального вклада. Вам нужно четко понимать, что вы будете и не будете терпеть в отношениях. Если вы встречаетесь с женщиной, которая все еще ищет варианты, встречаясь с другими парнями, пока тянет вас за собой, вам нужно установить границу. Вы говорите ей: «Я не заинтересован быть одним из многих. Либо мы эксклюзивны, либо я ухожу». Это граница. И если она ее не уважает, вы уходите. Без драмы, без споров, просто с четким пониманием, что вы не будете мириться с меньшим, чем вы заслуживаете. Номер 4. Почему действия говорят громче? В современном мире знакомств большинство мужчин слишком много говорят и слишком мало делают. Они тратят часы на переписку, объяснения и уверения своих партнерш в том, что они хорошие парни. Они застревают в бесконечном цикле попыток убедить своих партнерш в своей ценности. Вот суровая правда. Женщинам не важно, что вы говорите. Им важно, что вы делаете. Вы думаете, что делаете прогресс, говоря ей, насколько вы серьезно относитесь к отношениям или как сильно вы заботитесь, но для нее это просто шум. Женщины слышат одни и те же фразы от мужчин всю свою жизнь. «Я другой», «Я серьезно настроен на тебя», «Я не такой, как другие парни». Она слышала это все раньше, и знаете, что она думает, пока вы изливаете свое сердце? Давайте посмотрим, сможет ли он это доказать. Вот что вам нужно понять. Разговоры не впечатляют ее. Действия – да. Вы могли бы написать ей роман о своих чувствах, и это не имело бы такого значения, как показать ей это через последовательные и решительные действия. Когда ваши действия говорят громче ваших слов, вы показываете ей, что вы человек с принципами, который не нуждается в объяснениях. Человек, который делает дела без необходимости их анонсировать. Подумайте о мужчинах, которые привлекают женщин. Это те парни, которые постоянно пишут сообщения, засыпают ее комплиментами и пытаются убедить ее в своей ценности? Нет. Это те парни, которые делают то, что говорят, без необходимости объясняться. Это те парни, которые остаются спокойными и уравновешенными, которые не ищут ее одобрения, потому что они уже валидированы своими действиями и успехами. Вот кем вам нужно стать, мужчиной действия. Номер 5. Овладейте искусством таинственности. Женщины не хотят мужчину, который открыт как книга. Если она точно знает, о чем вы думаете и что собираетесь делать, она быстро потеряет интерес. Вот почему искусство таинственности так сильно и, откровенно говоря, большинство мужчин сегодня его потеряли. Мы живем в эпоху, когда все приклеены к своим телефонам, постоянно делятся каждой мелочью о своих мыслях и чувствах. Если она может предсказать каждое ваше движение,
Она отнесет вас к категории «еще один парень». И поверьте, как только она сможет поставить вас в эту коробку, вы потеряете ее интерес. Я не говорю, что вам нужно играть в игры или лгать ей. Но вот что я хочу сказать. Перестаньте быть таким предсказуемым. Предсказуемость – это поцелуй смерти в отношениях, особенно на ранних стадиях. Вы видите парней, которые пишут ей «доброе утро», «спокойной ночи» и обновляют ее каждый час о том, что они делают каждый день. Новость. Это не романтично. Это скучно. Это удушает. Когда вы постоянно засыпаете ее вниманием, вы не даете ей шанса скучать по вам, задаваться вопросом, что вы делаете, или даже думать о вас. Вы убиваете ее любопытство, которое является топливом для притяжения. Представьте, что она пишет вам: «Эй, чем ты занят сегодня вечером?» Большинство парней сразу же расскажут ей все детали своего вечера, надеясь, что она присоединится. Но вот что. Не рассказывайте ей все. Оставьте немного таинственности. Вместо того, чтобы сказать: «О, я просто смотрю телевизор и тусуюсь. Хочешь прийти?» Скажите что-то вроде: «У меня есть кое-какие дела. Возможно, позже буду на улице. А как насчет тебя?» Что вы сделали? Вы перевернули сценарий. Вместо того, чтобы быть открытой книгой, вы создали интригу. Она не знает точно, что вы делаете, и эта неопределенность заставит ее больше думать о вас. Вы посадили семя любопытства, и это ключ. Вы хотите быть тем мужчиной, о котором она постоянно думает, тем мужчиной, которого она пытается понять. Если она знает, где вы находитесь, что делаете и как чувствуете каждую секунду дня, вы становитесь предсказуемым, а предсказуемые парни забываются. Помните, притяжение строится на неизвестности. Она не фантазирует о парне, который пишет ей каждые 5 минут. Она фантазирует о парне, которого сложно поймать, который живет своей жизнью и не всегда доступен по первому требованию. Номер 6. Верните свое время. Одна из самых больших ошибок, которую совершают мужчины в отношениях, это постоянно менять свою жизнь, чтобы подстроиться под ее. Позвольте сказать вам, мужчина, который не ценит свое собственное время, никогда не будет ценен женщиной. Если вы всегда доступны, всегда ждете ее звонка, всегда бросаете свои планы, чтобы подстроиться под ее, она начнет воспринимать вас как должное. И как только это произойдет, вы закончены. В современном мире знакомств женщины привыкли к тому, что мужчины гнутся под их желания. У них есть мужчины, готовые пожертвовать всем ради шанса на ее внимание. Но вот правда. Женщины не уважают мужчин, которые слишком доступны. Они уважают мужчин, которые на своей волне, мужчин с целью, мужчин, которые не боятся сказать: «Нет, я не могу, у меня другие планы». Вам нужно показать ей, что ваше время так же ценно, как и ее, если не больше. Если вы постоянно делаете себя доступным, вы говорите ей, что ее время важнее вашего. Но в тот момент, когда вы ставите свою жизнь на первое место, происходит что-то невероятное. Она начинает гоняться за вашим временем, начинает уважать вас, начинает осознавать, что не может просто щелкнуть пальцами и ожидать, что вы все бросите ради нее. Когда вы возвращаете свое время, вы возвращаете свою силу. Не бойтесь заставить ее работать за ваше внимание. Заставьте ее заслужить это, потому что правда такова. Мужчина, который ценит свое время, это мужчина, за которого женщины борются. Номер 7. Правило взаимности. Вот где большинство мужчин ошибаются. Вы отдаете ей все – свое время, внимание, энергию. И что вы получаете взамен? Пару небрежных сообщений, возможно, она все еще встречается с другими парнями. Если вы не получаете назад то, что вкладываете, вас используют. И вот в чем дело. Это ваша вина. Вы учите ее, что это нормально – давать вам минимум. Вы учите ее, что вы будете довольствоваться крохами,
И угадайте что? Она продолжит кормить вас этими крохами, пока вы их принимаете. Вот суровая правда, которую большинство мужчин не хотят слышать. Женщины – мастера управления усилиями. Они точно знают, сколько нужно вложить, чтобы вы остались, не вкладывая слишком много. Вы думаете, что она слишком занята, чтобы ответить, слишком занята, чтобы строить планы. Неправильно. Она отдает свое время и внимание кому-то другому, кого она считает приоритетом. И причина, по которой вы получаете половину усилий, в том, что вы научили ее, что вас это устраивает. Вы показали ей, что готовы принять любые крохи. Она бросает тебе вызов, и ей приятно это делать. Пора перестать быть таким услужливым. Если она не прилагает усилий, отступи. Все просто. Большинство парней думают, что им нужно пытаться еще больше. Продолжать давать. Продолжать преследовать. Но это точно противоположно тому, что нужно делать. Если она не отвечает взаимностью, пора дать ей почувствовать твое отсутствие. Женщины уважают мужчин, которые требуют взаимности. Мужчин, которые не боятся уйти, если не получают такой же энергии в ответ. Вот где ты забираешь свою силу. Скажем, ты встречался с женщиной несколько недель. Сначала она проявляет энтузиазм, пишет тебе, строит планы, проявляет интерес. Но по мере течения времени ее усилия начинают угасать, и вдруг ты всегда первый, кто инициирует встречи, предлагает свидание. А что ты получаешь в ответ? Пару прохладных ответов, может быть, пару отговорок о том, как она занята. Большинство парней на этом этапе начинают пытаться еще больше. Они начинают писать чаще, пытаются увидеть ее чаще, делают все, что могут, чтобы разжечь тот первоначальный интерес. Но вот что тебе действительно нужно сделать. Отступить, перестать писать ей, перестать строить планы. Дай ей почувствовать твое отсутствие. Если ей это интересно, она заметит изменения и начнет проявлять усилия. Если нет, она исчезнет, и это именно то, что тебе нужно, потому что женщина, которая не отвечает на твою энергию, это женщина, которая никогда не будет ставить тебя на первое место. И давай будем честными. Зачем тебе инвестировать в кого-то, кто видит в тебе лишь удобство? Номер 8. Превращение отказа в силу. Большинство парней сдаются при первом же признаке отказа. Она не отвечает на сообщения, отменяет свидания, пропадает, и вдруг ты начинаешь сомневаться в своем существовании. Стоп. Отказ – это не о тебе, это о ней. И если она отвергает тебя, это благословение в disguise. Ты можешь думать, но мне она действительно нравилась. Неважно. Она никогда не была твоей. Если она отвергла тебя, значит, она не увидела твою ценность с самого начала. И это ее проблема, а не твоя. Почему? Потому что отказ – это твой величайший учитель. Это не неудача, это возможность стать лучше. Когда женщина отвергает тебя, она делает тебе одолжение, показывает, где тебе нужно расти, где твои слабости и где начинается твоя настоящая сила. Она дает тебе шанс переоценить, расти и перейти к кому-то, кто на самом деле ценит тебя. И вот что интересно, отказ не определяет тебя, он улучшает тебя. Он заставляет тебя стать лучшей версией себя. Вот правда, которую никто не хочет тебе говорить. Отказ – это часть игры. Ты не сможешь завоевать их всех, и это нормально. Реальность такова, что большинство женщин отвергнут тебя не потому, что с тобой что-то не так, а потому что у них есть свои скрытые цели. Они гонятся за мужчиной с высокой ценностью, которого могут найти в данный момент, и если ты не подходишь под этот профиль прямо сейчас, они уйдут без лишних размышлений. И знаешь что? Тебе не нужно об этом переживать. Это ее потеря, а не твоя. Тебе нужно прекратить воспринимать отказ как атаку на твою ценность и начать видеть в нем зеркало.
Что этот отказ показывает тебе о себе? Ты был слишком доступен. У тебя не было границ. Ты слишком сильно ее преследовал. Какова бы ни была причина, отказ выявляет твои слепые зоны. Но вместо того, чтобы позволить этому сломать тебя, ты должен использовать это для своего роста. Здесь и проявляется стоическое мышление. Ты не реагируешь эмоционально на отказ, ты не впадаешь в саморазрушение. Вместо этого ты хладнокровно, логически анализируешь ситуацию и задаешь себе вопрос: чему я могу научиться из этого отказа? Это свобода. Она освобождает тебя. Чтобы не тратить больше времени и энергии на кого-то, кто не видит твою ценность, каждый раз, когда женщина игнорирует тебя, отменяет встречу или говорит, что сейчас не готова к отношениям, ты должен благодарить ее. Да, ты правильно услышал. Благодарить ее. Она только что освободила твой путь для кого-то лучше, кто действительно оценит то, что ты предлагаешь. В следующий раз, когда тебя проигнорируют или отвергнут, не впадай в отчаяние. Вместо этого используй этот отказ как топливо, чтобы стать еще лучшей версией себя. Потому что правда в том, что женщина, которая отвергает тебя сегодня, будет преследовать тебя завтра, если ты поднимешься над ситуацией и продолжишь развиваться. Величайшая месть на отказ – это успех. Успех во всех аспектах твоей жизни. Когда она увидит, что ты процветаешь, поднимаешься на новый уровень и окружен другими женщинами с высокой ценностью, она будет жалеть, что когда-то тебя отпустила. Номер 9. Стань ее эмоциональным якорем. Женщины – эмоциональные существа, постоянно преодолевающие высокие и низкие точки, драмы и хаотичные чувства. Если ты хочешь стать незаменимым в ее жизни, тебе нужно прекратить участвовать в этом хаосе и стать тем спокойствием, которого она так жаждет. Большинство мужчин совершают ошибку, реагируя на эмоциональную нестабильность женщины. Они пытаются решить ее проблемы, подстраиваться под ее энергию или, что хуже всего, становятся эмоциональными сами. Это именно то, чего делать нельзя. Ты не должен кататься на ее эмоциональных горках, ты должен стать ее якорем. Вот суровая правда. Женщины всегда будут искать мужчину, который остается спокойным в бурю. Почему? Потому что женщинам нужна стабильность в мире, где их эмоции часто находятся в колебании. Когда ты не реагируешь на ее перепады настроения, когда не позволяешь ее драме втянуть тебя в хаос, ты становишься тем мужчиной, на которого она может полагаться. Подумай об этом. Каждый другой парень взрывает ее телефон, слишком реагирует, становится нуждающимся или, что хуже, становится неуверенным, когда она расстраивается. Но не ты. Ты уравновешен, не шейкен и не затронут. Это твоя сила. Когда она теряет контроль, ты остаешься собранным. Ты тот парень, который не дрогнет, кого не волнуют ее эмоциональные волны. И поверь, именно это делает тебя особенным. Как только она поймет, что может обратиться к тебе за стабильностью, ты станешь незаменимым. Каждая буря, с которой она сталкивается, приведет ее обратно к тебе. И именно так ты становишься якорем в ее жизни, а не просто еще одним парнем, потерянным в волнах. Номер 10. Принцип дефицита. Вот холодная правда. Чем более доступен ты, тем меньше она ценит тебя. Это суровая реальность, но ее нужно принять, если ты действительно хочешь стать ее приоритетом. Подумай об этом. Если она знает, что ты всегда будешь рядом, почему ей должно быть срочно делать тебя приоритетом? Почему она должна бороться за твое внимание, если ты всегда отдаешь его бесплатно? Женщины устроены так, чтобы быть привлеченными к мужчинам, у которых есть дела. Мужчины, которые не сидят и не ждут, когда она позвонит. Если ты всегда рядом,
Отвечаешь на ее сообщение в течение нескольких секунд, бросаешь все, чтобы увидеть ее. Ты показываешь ей, что твое время не имеет ценности. И если твое время не имеет ценности для тебя, почему оно должно быть ценным для нее? Тебе нужно создать дефицит в своей доступности. Перестань быть на ее посылках. Перестань делать себя таким доступным, таким предсказуемым. Когда ты постоянно доступен, ты не только убиваешь привлекательность, но и говоришь ей, что у тебя нет ничего более важного в жизни. И это последнее, что хочет видеть женщина с высокой ценностью в мужчине. Подумай о парнях, у которых наибольший успех с женщинами. Они заняты, у них есть цели, амбиции, и женщины должны вписываться в их жизнь, а не наоборот. Когда ты менее доступен, ей нужно больше работать, чтобы привлечь твое внимание. Она начинает задумываться, чем ты занимаешься, почему тебя нет рядом, и именно тогда она начинает ставить тебя на первое место. Дело в изменении динамики, чтобы она больше инвестировала в тебя. Дефицит создает спрос, и этот спрос делает тебя незаменимым. Суть такова. Если ты хочешь быть ее приоритетом, тебе нужно перестать вести себя как опция. Тебе нужно перестать раздавать свое время, свою энергию и свое внимание женщинам, которые не ценят тебя. Ты должен начать уважать себя, устанавливать границы и жить своей жизнью на своих условиях. Когда ты принимаешь стоическое мышление, когда ты перестаешь реагировать на ее игры, когда начинаешь ценить свое время и требовать взаимности, ты становишься тем мужчиной, которого она не может позволить себе потерять. Ты становишься тем мужчиной, которого она ставит на первое место. И помни, это не игра и не манипуляция ее эмоциями. Это о том, чтобы стать лучшей версией себя. Это о том, чтобы овладеть своими эмоциями, контролировать свое время и жить жизнью, настолько насыщенной, что она жаждет быть ее частью. Если ты нашел ценность в этом видео, нажми на кнопку подписки и присоединяйся к нашему членству на канале, если сможешь. Твоя поддержка помогает нам продолжать создавать качественный контент и делать его доступным для как можно большего числа мужчин. Давайте распространить это сообщение среди мужчин, которым оно нужно. Подписывайся, ставь лайки и делись, чтобы продолжить этот разговор и помочь большему числу мужчин стать приоритетом, которым они заслуживают быть.